нашем канале. Меня зовут Елена Владимировна. Я учитель-консультант по предмету История России в частной школе имени Николая Ивановича Лобачевского. Сегодня я предлагаю вашему вниманию консультацию для учащихся 11 класса 34-35 недели обучения. Давайте поближе познакомимся с темой сегодняшней консультации. Итак, тема сегодняшнего видеоурока — искусство и культура России к началу 21 века. Изменения в духовной жизни. Период после распада СССР для культуры был самым сложным. Бюджет выделял на развитие культуры, науки и образования мизерные суммы. Несмотря на сложности с финансированием, стала действовать государственная программа по сохранению и реставрации культурного наследия прошлого, памятников, музеев, исторических зданий. Особое внимание было уделено восстановлению разрушенных церквей и храмов. Вследствие этого культуру следовало заново формировать самому народу, в том числе и создавать новый стержень. Естественно, все это явилось причиной многих разногласий. В итоге мнения разделились на два лагеря. Одни считали, что отсутствие общей идеи культуры — это кризис. Другие же говорили обратное — это естественное явление. Отечественная культура и постмодернизм. Большое влияние на развитие отечественной культурной жизни оказал постмодернизм. В нашей стране он сложился под влиянием современного западного искусства, традиций русского авангарда и неформального советского искусства времен оттепели. Характерными чертами постмодернизма являются фрагментарность, признание относительности любых ценностей, эклектическое существование взаимоисключающих идей и концепций, ирония. Ему свойственны цитатность и повторение известных идей в новом художественном оформлении. Постмодернизм утверждает принципы всеобщей равнозначности всех явлений и сторон жизни, отсутствие иерархии ценностей, стилей и вкусов. Его отличает всеядность относительно каких бы то ни было творческих проявлений. В России постмодернизм стал своеобразным вызовом идеализированным ценностям советского общества и поиском миропонимания в новых условиях развития страны. Изменились роль и место литературы в общественной жизни. Она перестала быть центром общественных дискуссий. В литературном процессе произошло расслоение на произведения для массового читателя с откровенным поиском коммерческого успеха, детективы, любовные романы, стилизации в стиле фэнтези, документально-исторические хроники и произведения для ценителей словесности. Влияние писателей на формирование общественного мнения заметно упало, хотя многие из них публично выражали свои политические пристрастия и принимали активное участие в полемике. Произведения Солженицына были изданы массовыми тиражами, однако попытки писателя говорить об обустройстве России не находили широкого читательского отклика. Продолжали выходить в свет произведения таких известных писателей советского периода, как Распутин, Белов, Айтматов, Искандер, Поляков и других, уделявших внимание традиционной для русской литературы социальной проблематике. Театр. В начале 21 века наметилось преодоление кризисных тенденций в области культуры. Возникли независимые театры-антрепризы. Антреприза — это форма организации театрального дела, в котором частный предприниматель собирает актеров для участия в спектакле. Примером современной театральной компании, работающей на антрепризной основе, является театральное товарищество 814. Театральное товарищество 814 – это антрепризная театральная компания, созданная в Москве в 1995 году по инициативе Олега Меньшикова. С театральной компанией сотрудничают как свободные актеры, так и актеры репертуарных театров. Среди них Виктор Сухоруков, Тимофей Трибунцев, Марат Башаров, Сергей Колтаков, Анна Дубровская, Оксана Мысина, Наталья Швед и другие актеры. Этим товариществом были поставлены такие спектакли, как «Горе от ума» Грибоедова, режиссер Олег Меньшиков, 1998, «Кухня» Курочкина, режиссер Олег Меньшиков, 2000 год, «Игроки» Гоголя, режиссер опять же Меньшиков, 2001 год, «Демон» по поэме Лермонтова, режиссер Кирилл Серебренников, 2003 год, «Сны Родиона Раскольникова», режиссер Сафонов и другие. Событиями театральной жизни 1990-х годов стали постановки таких режиссеров, как Додин, «Пиковая дама» Чайковского, другие произведения. Фокин,
Потемкина, создавшего творческий центр имени Мейерхольда в Москве, на сцене которого был поставлен спектакль «Номер в гостинице города НН», а также Фоменко, Житинкин, Гришковец и других. Музыка. В начале 21 века вновь повысился интерес к классическому исполнительству. Отечественные традиции поддерживали такие музыканты, как Плетнев, Любимов, Кисин, Мацуев. Образцы исполнительского мастерства самого высокого уровня демонстрируют Гутман, виолончель, Башмет, альт, Кремер и Третьяков, скрипка. Лучшие отечественные дирижеры Светлаков, Рождественский, Гергиев, Тимирканов, Федосеев работали и в России, и за рубежом. Мировое признание получило искусство выдающихся артистов оперы Бородино, Нетребко, Галузина и балета Лопаткина, Вишнёва и других. Также широко стал известен Девятов, выдающийся исполнитель народной песни и романса, получивший мировое признание, лауреат всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, лауреат государственных премий, выступавший в 45 странах мира. Ему, надо сказать, подвластны практически все спектры вокального жанра. Популярная музыка, русские народные песни, романсы, оперная классика, камерная вокальная музыка. Кино. В конце 1990-х годов началась реконструкция и переоборудование кинозалов в соответствии с новыми технологиями компьютерной графики, спецэффектов, стереофонического звукового сопровождения и тому подобное. Продолжили свою работу многие кинофестивали, такие как Московский международный кинофестиваль, кинофестиваль «Кинотавр», Выборгский кинофестиваль «Окно в Европу», Всероссийский кинофестиваль авторского короткометражного кино, арт-кино и многие другие. Киноискусство рубежа 20-21 веков было отмечено рядом интересных достижений. В 2002 году вышел фильм «Звезда», режиссер Лебедев, получивший через год государственную премию. Фильм «Звезда» – новая интерпретация фильма 1949 года о подвиге советских разведчиков в фашистском Туле. Становится популярной тема человека в огне войн 20 века. Живопись. Современная живопись 21 века во многом отличается от живописи даже 20 века, не говоря о более ранних периодах. Современным художникам, к примеру, немного легче продвигать свое творчество в массы. Картины современной живописи теперь можно увидеть не только в галереях и на выставках, но также в интернете. Современное искусство, как и современная живопись в России, относится к термину «актуальное искусство». Актуальность живописи и искусства подчеркивается новаторством, применением новых идей, а также технических средств. Современная русская живопись отличается радикальностью и новаторством. Кроме того, в современной живописи хорошо прослеживается социальная направленность. Архитектура. Начало 21 века позволило более объективно взглянуть на западную архитектуру 20 века, подвести итог противоречивой стилистики прошлого столетия. Каждое время рождает свою архитектуру, конструктив самосознания, более или менее честный скелет эпохи. Наше с вами беспородное сегодня не исключение. Несмотря на почти полное отсутствие в постсоветском пространстве денег на эстетические капризы, в архитектуре появились определенные группы явлений, которые, хотя и с некоторой натяжкой, можно определить как стилистические. Можно выделить три основных группы. Первая группа – объединенный идеал всех советских государственных институтов проектирования городов. В основном это элитарные многоквартирные дома. Отличительные признаки стиля – пара-тройка полукруглых или многогранных ризолитов, либо эркеров, либо фальш-мансардная крыша с фальш-мансардными же окнами, вертикальные ряды лоджий, двухцветные с обязательным присутствием окна, окраска фасада. Объем здания ощутимо цельный, стабильный, планировка квартир, увы, не слишком оригинальной, часто диктуется внешней формой зданий и структурой фасадов, а не заботой о тех, для кого, собственно, это жилье и строится. Вторая же группа – это архитектура демонстрации западных отделочных материалов и технических достижений. Это в основном общественные здания, будто специально созданные для доказательства совершенства алюминиевых листов и полос, структурного стекла, раздвижных дверей, искусственных мраморов и гранитов, натяжных потолков и даже обзорных лифтов. Объем здания преувеличенный.
Третье — эксклюзивные здания, учитывающие личность заказчика. Это одноквартирные частные дома, в которых явно преобладает либо романский стиль, либо колониальная классика. Скульптура. Скульптура, главными атрибутами которой в течение многих веков являлись трехмерность и объем, относится к самым старейшим и самым традиционным жанрам изобразительного искусства. В XX веке консервативность скульптуры сыграла с ней злую шутку, оставив ее на время за границей тех глобальных изменений, которые произошли в искусстве в новейшее время. Эксперименты в области живописи, расцвет фотографии, появление медиаискусства и прочие изменения менее всего коснулись скульптуры, адепты которой наиболее стойко сопротивлялись нарушению многовековых канонов. Сложность и дороговизна процесса производства не привлекала наиболее радикально мыслящих независимых художников к поискам в этой области. Им проще было вообще отказаться от этого жанра, используя трехмерный язык для создания совершенно новых высказываний, объектов, инсталляций, публикаций. В результате к началу 21-го тысячелетия внешние и внутренние границы скульптуры оказались столь размыты, что скульптура в старом понимании этого слова осталась лишь одним из широкого диапазона форматов того, что сейчас подразумевается под понятием искусства. Ну и заканчивая наш видеоурок, я, как обычно, хочу напомнить ученикам, которые выбрали семейную форму обучения, что вы можете пройти как промежуточную, так и итоговую аттестацию в частной школе имени Николая Ивановича Лобачевского. Положительный опыт такой работы уже имеется. Школа имеет государственную аккредитацию и выдает диплом, аттестат государственного образца. Но я также хочу обратить ваше внимание на то, что на данном канале появился раздел для подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Будем рады, если вам особенно пригодятся наши консультации, наша помощь. Вы можете всегда обратиться к нам на почту за более подробной консультацией по этой или по любой другой теме. Ну а я желаю вам всего доброго и до